Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Хантишиев. Это программа о вкусной и полезной пище. Сегодня мы приготовим домашний обед буквально из ничего. Есть немного овощей, есть немного отварного гороха, есть немного хорошего растительного масла. Наливайте его в казан. Миллилитров 100, больше не надо. Этого вполне достаточно. Первым делом необходимо нарезать лук. Лук нарежем мелкими кубиками. Часто женщины особенно говорят: ой, совсем дома ничего нет, не знаю, из чего готовить. Всегда делайте запасы. Всегда в вашем доме пусть будет немного бульона. Всегда где-то оставляйте хоть чуть-чуть, вот хоть одну горсточку фарша. И если есть пригоршня муки, то хороший обед вам обеспечен. Особенно, если вы знакомы с узбекской кухней. А если не знакомы, то вы уже как раз там, где надо. Сейчас я вас научу основным принципам очень экономной, но при этом очень яркой, очень вкусной и ароматной узбекской народной кухни. Вы понимаете, почему я нарезал лук так мелко? Для обжарки. Если хотите, чтобы запах обжаренного лука был поярче, добавьте к нему несколько зубчиков чеснока. Чеснок для обжарки лучше всего порубить. И дело не в красоте. Дело в том, как чеснок будет выделять свой запах и вкус в масло. Точно так же кубиком нарезаем морковку. В узбекской кухне для обжарки лука масло нагревают изрядно сильно, градусов до 210, до 220. Масло и лук встречаются с задорным шипением. Видите, 30 секунд не прошло, а лук уже начинает краснеть. От того, насколько быстро покраснеет лук, зависит вкус будущего супа. Да-да, вот здесь в казане у нас сейчас образуется довольно много очень богатого по вкусу супа. Репу можно нарезать чуть крупнее, чем морковь. Тоже кубиком, но примерно так 1,5 на 1,5 сантиметра. Можно, конечно, обойтись и без репы. Можно заменить более современной и, может быть, даже более любимой картошкой. Но картошку надо нарезать еще крупнее, потому что картошка в супе будет выделять крахмал. И суп получится, может быть, излишне густой. Я говорю излишне густой, потому что в меру густым он быть обязан. Морковка. Лук с морковкой жарится, и из казана запахло пловом. Не самый плохой запах, поэтому усилим его. Ну, во-первых, посолить немного, с пол-ложечки соли. И, конечно же, зира. Ну, что поделать, мы готовим узбекское блюдо. Можно обойтись и без зиры. Я могу сказать, что в старые времена в зиру клали только в то блюдо, которое готовилось для гостей. Тогда зира была уж больно дорогая. Но раз уж положили зиру, то значит все. Значит, гость по-настоящему дорогой. А вот томаты, либо томатную пасту, либо даже заготовку из консервированных помидоров клали в этот суп всегда. Помидоры или томатное пюре следует обжарить как следует, но температура в казане сейчас такова, что помидоры вот-вот пригорят. Они же содержат очень много сахара, а сахар всегда легко пригорает. Немного воды, чтобы пиалу не мыть лишний раз. Вот так, сполоснули, добавили и все. Ничего не пригорит. Но протушить температурно, хорошо обработать обязательно. Самое время добавить еще одну важную специю. Красный перец. Ложечку. Для цвета, для аромата. И вот теперь доливаем воду. Почему? Потому что красный перец очень легко пригорает, и довольно скоро можно увидеть мелкие черные угольки.
Бытует мнение, что там, где казан, там, где узбекская кухня, все это какие-то долгоиграющие блюда, которые требуют полдня. Разумеется, нет. Горох либо как следует замоченный, либо предварительно отваренный, как в моем случае. Что-то готовили, остался лишний. Здесь было 200 грамм сухого гороха, а сварился, видите, как целая коса. Грамм 400 получилось. Опустите его сюда, пусть поварится в этом зирваке, пусть приобретет его вкус. Вот и репу. Репу тоже пора опускать в казан. Пусть поварится. Репа не картошка. Она может вариться минут 35-40. И как раз за эти 35-40 минут мы закончим всю нашу работу. И можно будет собирать за столом всю семью. Да еще и на соседей хватит. Давайте посчитаем, что я уже израсходовал для приготовления сегодняшнего блюда. У меня было 2 морковки. У меня было 3 луковицы. У меня было пара репок. А сейчас у меня пара болгарских перцев. Залежались в холодильнике. Еще немного полежат, вовсе пропадут. Ну так чего бы не опустить их сюда. Получится очень ярко, ароматно и красиво. Болгарский перец можно было бы опустить и вовсе в конце. Его варить-то практически не надо, уже и сырой годен к употреблению. Но если поварится, тоже получится очень вкусно. Но я знаю, что у меня спросят. Мне скажут, а где же мясо? Мясо сегодня у меня тоже нет. У меня есть немного фарша. Осталось от приготовления какого-то предыдущего блюда. Сюда пошло грамм 300-400 мякоти от силы, грамм 200 лука, грамм 100-150 жира. Фарш отличный. Готовите что-то одно, остается фарш. Заверните в целлофановый пакет и в морозильник. Ничего плохого с ним не случится. Тесто. Буквально полкило муки, стакан воды, 1 яйцо. И вот тесто. Тесто, из которого можно сделать хочешь лапшу, хочешь галушки, хочешь лагман, а хочешь пельмени. Да-да, узбеки тоже очень любят пельмени, только называют их на свой манер. Говорят чучвара. Вот мы сегодня эту самую чучвару и готовим. Можно, конечно, раскатывать такие небольшие сочни, как делают, когда готовят пельмени в России. А в Узбекистане поступают иначе. В Узбекистане раскатывают лист теста, который впоследствии... Да что я вам все рассказываю? Вы сейчас все сами увидите. Тесто нарезаем квадратиками. Некоторые делают квадратики 5 на 5 сантиметров. У нас в семье любят делать квадратики 3 на 3 сантиметра. Тогда пельмешки получаются такие, что в одной ложке попадалось сразу по несколько штук. Это очень вкусно. А кроме того, это показывает, как мы относимся друг к другу, как мы относимся к гостям. Я вот иногда думаю, а для чего людям пельмени? А нельзя, что ли, из этого фарша наделать мелких каких-то фрикаделек? А кусочки теста сварить, скажем, в виде тех же самых галушек, либо каких-то бантиков налепить. Ведь поесть-то можно будет гораздо быстрее. Но нет, откуда-то все народы, буквально все народы Евразии готовят именно вариации пельменей. И я могу сказать для чего, я могу сказать почему. Пельмени явно блюдо, которое готовится с любовью и уважением. Долго? Да. Конечно, котлет-то можно было бы и быстрее нажарить. Но когда готовят пельмени, к этому можно привлечь всю семью, и мальчиков, и девочек. Когда готовят пельмени, вот здесь-то семья и образовывается. Вот здесь-то и появляются те связи, которые потом держат людей вместе всю их долгую жизнь. Я знаю, что меня смотрят и молодые мужчины, и мужчины в возрасте. Но тем, кто моложе меня, и тем, кто еще не женат, хочу дать один совет. Встречаешься с девушкой, нравится она тебе, а спроси, пельмени у вас дома готовят? Хочу пельменей. И смотри, что она будет делать. Пойдет в магазин за пачкой готовых замороженных пельменей. Решай сам. А вот если она достанет скалку и мясорубку, женись, парень. Женись, и пусть детей у тебя будет побольше. Это будет хорошая семья.
Видите, как лепят узбекские пельмени? Кусочки теста имеют квадратную форму. Ну, угол на угол. Уголки растянули, а края вокруг пальца. У молоденьких девочек красивые получаются. У них мизинчики маленькие, и вокруг мизинчика такие получаются мелкие пельмени. Кстати, если кто-то считает, что это слишком мелкие, то значит вы не бывали ни в Турции, ни в Азербайджане. Вот где лепят мелкие так мелкие. Там хвастаются друг перед другом. Говорят, у меня дюшбара 15 штук в одной ложке помещается. А другая говорит, нашла что сказать, у меня 20 штук в одной ложке помещается. Но я не требую от вас чемпионства. Я требую всего лишь навсего обычного, разумного подхода к домашнему хозяйству. И для того, чтобы у вас на кухне оказалось 300 грамм мяса, 500 грамм муки, немного овощей, немного растительного масла. Для этого не надо быть ни миллионером, для этого не надо жить, извиняюсь за выражение, на Рублевке. Для этого всего лишь навсего надо быть разумным, дельным человеком и хорошо относиться к своему дому, к своему хозяйству, не разбрасываться покупками. К примеру, некоторые покупают мясо и говорят, мне только мякоть, а кости здесь оставь. Я так никогда не делаю. Все кости я пускаю на бульон. И вот какой бульон у меня из них получился. Здесь 4 литра. Наверное, мне это хватит на пару раз. Сюда я налил 2 литра воды. Если добавить сюда еще 2 литра вот такого бульона, то суп получится достаточно наполненный мясным вкусом. Вы посмотрите, какой это бульон. Это же золото, а не бульон. Но этого и достаточно. А теперь давайте посчитаем. У меня образовалось 2 блюда пельменей. Сколько человек наелись бы этими пельменями, свари я их просто в воде. В подсоленной воде. Ну, может быть, 2, 3, от силы 4. А теперь еще раз считаем. У меня здесь 2 литра бульона, 2 литра воды, которая тоже превратилась в бульон. У меня там килограмм овощей. У меня там 100 грамм растительного масла. И общий объем около 5 литров. Объем большой суповой тарелки, либо косы, 400-450 миллилитров. То есть сегодня я опять из ничего взял да и приготовил обед на 10-12 человек. И все наедятся. Все как следует наедятся. Первая порция пельменей всплыла, поварилась, готовы. Можно раскладывать сразу по косушкам. Пельмешек раскладываю чуть больше полкосушки на каждую порцию, потому что у нас же еще и очень густой суп образовался. Вы все это знаете. Как только опустили пельмени, сначала их необходимо помешивать, чтобы они не осели на дно, не прилипли к дну. А как только закипит, отсчитывайте 2 либо 3 минуты. Этого вполне достаточно. Пельмени будут готовы. И еще одну вещь хочу сказать. Видели тот фарш, да? Видели то тесто, сколько у меня было? Это только половину мы израсходовали. Мы просто не успели налепить. Ну вот смотрим, что нас сегодня здесь дома съемочная группа. Мы с супругой. Нас 7 человек. На сегодня хватит. Остальные завтра сделаем. Захотим, сделаем пельмени. Захотим, сделаем чебуреки. Что захотим, то и сделаем. Самое главное, фарш есть, тесто есть, руки есть, аппетит есть. Значит, будем кушать. Будем кушать что-нибудь вкусненькое. Вот так. Идите сюда. Посмотрите, какой здесь суп. Да просто один этот суп можно было бы поесть. Можно было бы сюда добавить, не знаю, какие-то вермишель, макароны. Это вполне себе еда. Ну а теперь, вместе с пельменями, это праздник, а не еда. И пусть кто-нибудь только попробует сказать, что это не сытно, невкусно или бесполезно. И сытно, и вкусно, и красиво, и очень полезно. А вот это, знаете, что в 2 пиалочках? Это, ребята, мы кефир со сметаной смешали. Могли бы, конечно, взять и чистую сметану. Но кефир со сметаной обладает удивительно правильным вкусом. Удивительно правильной, напоминающей счастливое детство консистенцию. Добавили туда чесночок, соль, перец. Добавили туда зелень.
И вот этим всем будем приправлять каждую косушечку сверху. Получится очень красиво и очень рационально. Все, дорогие друзья, обед готов. Обед достойный хорошей семьи. Обед достойный самых трудолюбивых людей. И все, что мне осталось сказать вам, это, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита! Дорогие друзья, многие из вас познакомились со мной в качестве телеведущего, в качестве блогера. Но главный труд моей жизни – это книги, кулинарные книги. Я пишу их уже более 15 лет. Многие мои книги получили призовые места на международных конкурсах. В Париже, в Пекине, в Янтае, во Франкфурте на Майне. Одна из моих любимых книг, пусть и не самая большая, это книга о шашлыке. Называется эта книга «Мангал». Здесь не слишком много страниц, здесь не слишком много рецептов. Но, читая эту книгу, вы узнаете нечто очень важное о таком любимом и широко распространенном блюде, как шашлык. Вы узнаете, какие шампуры выбрать, какая кочерга нужна, какие щипцы, как должен быть устроен хороший мангал. Вы узнаете, как правильно разжигать уголь, как распределять его в мангале. Вы узнаете очень многое о методах маринования, о методах получения великолепного, очень вкусного и ароматного шашлыка. И если кто-то считает, что шашлык – это одно единственное блюдо, он сильно ошибается. Мир шашлыка настолько же разнообразен, насколько разнообразна кулинария вообще. Здесь очень много теоретических работ. Например, какой маринад лучше работает. Мы выбирали маринад на основе кефира, на основе киви, на основе помидора, лимона, вина, лука и так далее, и так далее. А далее независимая комиссия, так сказать, оценивала и давала свои оценки. Сделаны выводы на этой основе. Шашлык можно готовить не только из мяса, не только из курятины, не только из рыбы. Шашлык можно готовить из овощей, из грибов, даже вот и из картошки. И любое мясо практически годится на шашлык. Самое главное – разобраться, как с ним работать. Как должен быть устроен мангал, как должен быть устроен розжиг, стационарный розжиг для угля, который, я могу назвать своим изобретением, но все, кому построили такие розжиги, очень довольны. Как приготовить самый лучший люля-кебаб, которому руки человека к этому фаршу не прикасались. Можете себе представить такое? Такое возможно. Идеально чистый, идеально качественный. Как приготовить хан-кебаб, как приготовить шашлыки самых разных народов. И как приготовить шашлыки, которые не принадлежат никаким народам, потому что их я придумал. Например, шашлык из утиной грудки, шашлык из ананаса, шашлык из сома, шашлык из фаршированной рыбы. И такое тоже возможно. Шашлык, вот тоже еще одно мое изобретение, прямо не нарадуюсь, который я назвал кустурица-кебаб. Брынза, помидоры, чеснок, укроп, тесто. И в результате получаете очень вкусное блюдо. Посмотрите, как оно выглядит. Ну, не красота? Красота. Дорогие друзья, эту и другие мои книги вы можете купить на моем сайте. Мой сайт называется очень просто stalik.ru. В названии ролика вы можете прочитать, как писать это слово. И в описании к ролику тоже можете прочитать stalik.ru. Книги отправляются по всей России, по большинству стран СНГ. И везде, куда доходит почта, направленная из Подмосковья. Откуда я шлю вам горячий привет, желаю крепкого здоровья и приятного аппетита. Книги можно приобрести не просто вот так вот в чистом виде, но еще и с автографом,
с именным автографом, который я лично ставлю на каждую книгу. Вы можете поздравить при помощи этих книг своих друзей, коллег, родных, ну и самого себя в конце концов. Почему бы не порадовать? Я желаю вам огромных кулинарных успехов.